Главная тема вчерашнего и сегодняшнего дня – атака Украины на Курскую область и полноценные бои на российской территории с захватом населенных пунктов и пленных военнослужащих, в том числе срочников. Пока что мало что понятно, но давайте попробуем в происходящем разобраться. А разобраться тут невозможно без контекста. Сейчас мы с вами находимся в парадоксальной точке этой войны. С одной стороны, мы постоянно слышим какие-то надежды на грядущие переговоры. Люди хватаются буквально за любые полунамеки на разрядку конфликта. На то, что в каком-то обозримом будущем кто-то попытается договориться, если не о мире, в возможность которого нынешней конфигурации мало кто верит, то о перемирии или заморозке войны. С другой стороны, судя по всему, война эта еще никогда не была настолько интенсивной и ожесточенной. Российские войска пытаются наступать сразу по нескольким направлениям. Несут такие потери, что медиазона не только поставила абсолютный рекорд в новых некрологах, но и признается, журналисты физически не поспевают за темпом новых потерь. У них образовался долг, очередь в несколько тысяч необработанных некрологов. Список погибших сейчас пополняется быстрее, чем в кровавом феврале 23-го, когда Пригожин брал Бахмут волнами зэков-смертников. Вместе с тем активизировался рекрутинг новых солдат. Суммы выплат за подписание контракта улетели в космос. Регионы один за другим вводят реферальные программы. Государство ударилось в СМС-спам. Судя по всему, прямо сейчас воюет и гибнет больше людей, чем когда-либо за прошедшие 2,5 года. На фоне рассуждений о переговорах атаки ожесточаются с каждым днем. Сегодня мы говорим о боях в Курской области, но эти события не изолированные. Они находятся в едином контексте. Мы, очевидно, немного проморгали переход войны в новое качество. Мы уже привыкли к войне, где линия фронта растянулась на 1000 километров. Но ожесточенные бои идут лишь на 1-2 участках. Сейчас мы видим, что это не так. Что не только вспыхивают прежде статичные фронты, но и регулярно открываются новые. Курская область не впервые стала объектом нападения. Мы помним несколько рейдов на нее. Небольшие диверсионные группы численностью в несколько десятков человек пересекали границу, наводили шороху, вступали в локальные стычки с местными войсками, уничтожали технику, теряли свою и оперативно возвращались на украинскую территорию. Атаки эти носили в большей степени информационный характер. Украинская сторона демонстрировала: Россия, которая еще недавно имела амбиции взять Киев за 3 дня, не в состоянии защитить даже собственную границу. Целью нападения было не столько уничтожение техники и живой силы, сколько селфи на фоне таблички какого-нибудь сельсовета. Кроме медийных рейдов, на протяжении всей войны происходят диверсионные вылазки. Маленькие группы проникают на российскую территорию, убивают и берут в плен солдат, подрывают мосты и все в таком духе. Нынешнее же столкновение, очевидно, не имеет ничего общего с тем, что мы видели ранее. Сейчас в атаке участвуют как минимум сотни украинских военных, при поддержке десятков единиц техники, включая ПВО. Никакой речи не идет о том, что это какие-то русские добровольческие батальоны или что-то такое. Атака не закончилась тем, что диверсанты сразу ретировались на украинскую территорию. По данным Z-каналов, ВСУ удалось закрепиться в нескольких приграничных селах, откуда их не получается выбить. Сообщается о сбитии российского вертолета К-52. Если в предыдущих случаях заголовок «Война на территории России» был некоторым художественным преувеличением, то сейчас перед нами, судя по всему, настоящие бои на российской территории с захватом одних населенных пунктов и массированным обстрелом других. Кадры, которые сейчас публикуются из Курской области, напоминают первые часы вторжения России в Украину. Не по масштабу, конечно, но чисто стилистически. Выбитые окна и разбитые машины в Судже, воронки на асфальте, горящие автомобили, разбросанные всюду осколки снарядов, 3 погибших и несколько десятков раненых мирных жителей. Офигевающие люди снимают на телефон, как вдруг оказались прямо в центре войны. Все это становится локальным напоминанием об утренних часах 24 февраля. ВСУ смогли захватить в плен какое-то количество российских военных, входивших в группу прикрытия границы. По разным сообщениям, от 6 человек до нескольких десятков. И это отдельный важный сюжет, потому что среди пленных оказались срочники, причем срочники последнего весеннего призыва. То есть призывников сразу и безо всякой подготовки отправили в зону, где боевые действия не идут круглосуточно, но могут начаться в любой момент, где в нескольких километрах стоят украинские войска. И это вот с какой точки зрения важно. Существует миф, что в России как бы сосуществуют 2 армии.
Первая воюет и состоит из контрактников, зэков, добровольцев, которые повелись на огромные выплаты и так далее. А вторая составлена из срочников, которые где-то в глубоком тылу занимаются общей физической подготовкой в течение 1 года. Важно помнить, что это не так. Во-первых, примерно треть срочников через уговоры, подкуп, угрозы и насилие перековываются в контрактников и отправляются воевать. Во-вторых, в России сейчас воюют все доступные силы. Российская армия не в том состоянии, чтобы кто-то мог подметать плац лопатой где-то за Уралом. Российской армии сейчас нужны все, кто есть в наличии. Срочники – это основа войск прикрытия границы. Да, они служат не в таких опасных условиях, как под Волчанском, но они стоят на границе с воюющим государством. Атака, диверсионный рейд, обстрел. Что бы ни случилось, срочники – первые жертвы. Нынешние бои напоминают о важном. Нужно беречь себя и своих близких. Ситуация радикально изменилась. Дедовщина ныне не самая большая проблема в российской армии. Каждый, кто надел военную форму, находится в опасности, и угроза эта не компенсируется никакими потенциальными неудобствами уклонения от службы. Уклоняйтесь сами и помогайте уклоняться другим. Опасность реальна. Проблема нынешней атаки в том, что в отличие от прежних пиар-рейдов диверсионных групп, сейчас украинская сторона хранит полное молчание. Все, что у нас есть от условно-официальной украинской страны, это кадры с допросом пленных. Полную картину мы собираем бог весть из чего. Мы видим только кадры, снятые местными жителями, пережившими обстрелы и атаки дронов. Слышим только официальные заявления российской стороны, которые не содержат никакой информации, разве что невнятные обвинения в провокациях и бодрые отчеты. Мол, вражеская техника уничтожена, войска выдавлены, атака отбита. В момент выхода ролика вот такое заявление вышло. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Руслан Левиев выдвигает версию единственного возможного мотива действий украинских войск. Мы видим попытку отвлечения российских сил с других направлений, потому что остальные возможные цели представляются нереалистичными. Пиар-эффект, деморализация российского общества – не то, что можно сделать на 3-м году войны. На 3-м году войны в принципе не осталось новостей, которые могли бы кого-то удивить. Белгородская область каждый день под обстрелом. Там нет-нет да вспыхивают настоящие бои. Уголовники на танках уже брали Ростов. Дня не проходят, чтобы в глубине территории России не горели нефтезаводы, хранилища горючего, промышленные объекты, склады боеприпасов. За рейдом РДК в свое время наблюдали, затаив дыхание. Нынешние же сражения идут, конечно, не по разряду муниципальной сводки, но и точно не на уровне сенсации. Ну да, еще один фронт. Ну да, на территории России. Звучит безумно, но не сказать, что необычно. На российской территории в 150 километров от Курска стоят иностранные войска. Они закрепились в нескольких населенных пунктах. Люди эвакуируются из города Суджа под обстрелами. Есть сообщение, что он сдан. А те, кто должен людей защищать, предупреждать, эвакуировать, те просто брешут напропалую. И сейчас это не воспринимается как что-то из ряда вон. Все приграничье с Украиной – это зона боевых действий не первый месяц и не первый год. Там каждый день гибнут мирные жители. Федеральные власти и военное начальство с самого начала, в общем-то, дали понять – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пиар-акции, террор, акты запугивания работают, когда есть какая-то норма, которую они нарушают. Новостью становится то, что выбивается из наших представлений о нормальном. Но российские власти сделали все от себя зависящее, чтобы никакой нормы не было в принципе. Чтобы граждане просто смирились, что они живут в вяло текущем Армагеддоне, а в нем ничего не новость. Вариант с масштабным наступлением тоже кажется исключенным. Для продвижения вглубь Курской области и капитального в нем закрепления нужен совсем иной масштаб сил. Но какие бы ни были мотивы у украинской стороны, мы понимаем. Курская область становится подобна Белгородской. Там теперь тоже есть опасные для жизни зоны, поселки и города, которые могут обстрелять и захватить украинцы, а российская авиация просто эти места отутюжит в ответ. Жизни тысяч людей в еще одном регионе России навсегда изменились. Им теперь нужно бежать из своих домов, куда глаза глядят. Ведь происходящее не просто опасно в моменте, но непонятно, насколько далеко зайдет, какой размах примут боевые действия.
Мы сейчас мало что можем понять точно, поэтому вывод – то, с чего, собственно, начался этот ролик. Парадоксальным образом, пока мы все вслушиваемся в намеки, что стороны вот-вот перейдут к переговорам, война с каждым днем становится все более кровавой, масштабируется территориально и численно. Ни разу за 2,5 года не гибло столько людей, ни разу медиазона не захлебывалась в некрологах. Ни разу не возникало такого понятия, как штурмовики воздушно-космических сил. Не посылали раньше в мясные штурмы ценных авиационных специалистов. Ни разу за время этой войны на территории России не шли настолько серьезные бои. Видимо, сейчас обе стороны достигли самой высокой точки озверения и бросают в топку войны все, что у них есть. Атакуют не то, что обязательно сулит какие-то победы, а то, что могут атаковать. Россия за каким-то непонятным хреном убивает людей в Харьковской области, не имея ни единого шанса достичь там хоть какого-то успеха. Украина атакует из Сумской области Курскую, тоже без какой-то видимой перспективы. Правда, уже ближе к записи ролика стало известно, что украинские войска взяли под контроль газоизмерительную станцию Суджа, важный компонент российской газотранспортной системы для экспорта в Европу, который, напомню, продолжается. И еще, кстати, напомню, что по версии российского Минобороны ВСУ выбиты из Курской области еще вчера. Можно ли считать, что захват газоизмерительной станции был целью атаки? Поживем – увидим. К сожалению, из таких событий, какой бы практический смысл они ни имели, мы можем сделать только такой вывод. Любые оптимистические ожидания малооправданы и берутся непонятно откуда. Стороны сегодня не просто как никогда далеки хоть от какого-то диалога, но с каждым днем становятся только дальше. Мы ни в коем случае не уравниваем агрессора и жертву. У них совершенно разные задачи и возможности. Путин вывести войска с оккупированных территорий и закончить войну может в любой момент. У Украины такой опции нет. Мы рассуждаем только в контексте переговоров и возможной перспективы частичного погашения войны. Конфликт не просто не затухает, он для обеих сторон становится войной на уничтожение. С каждым днем становится ею все больше, а позитивные перспективы разглядеть все труднее. Нам остается только сочувствовать жителям приграничных областей, ставших заложниками этой войны, у которых с одной стороны бомбежки и обстрелы, а с другой полное безразличие тех, кто эту войну развязал. Сочувствовать и по возможности помогать тем, кто решил спасти свою жизнь. Напомню, у нас есть проект «Разместим», где вы можете предложить жилье тем, кто хочет эвакуироваться из приграничных территорий, ну или попросить разместить вас, если вы хотите эвакуироваться. Ссылка в описании будет. Ну а мы будем следить за ситуацией в Курской области. Когда что-то станет понятнее, соберем вам новый ролик. До завтра.